А вот я, Юля, добро пожаловать в мое новое видео. По первому экспериментальному влогу я получила много приятной, теплой обратной связи. Спасибо большое, что поддерживаете, смотрите. В этом видео я также покажу калейдоскоп микс недели здесь, в Таиланде, в Бангкоке. Может быть, какие-то места, какие-то отметки будут полезны тем, кто в данный момент находится в Бангкоке или планирует сюда приехать. Также такой формат своего рода для меня дневник, отслеживание каких-то моих настроений, эмоций, того, как я выгляжу, то, как я говорю. То есть, опять-таки, это некая практика. Я готова развиваться на ваших глазах и вместе с вами. И надеюсь, это мини-кино, мини-сериалы вдохновят вас также фиксировать свою жизнь, свое окружение и находить что-то красивое, эстетичное и прекрасное в этом мире вокруг. Поэтому приятного просмотра! Наконец сделала себе брови, не могла, наверное, собраться с мыслями месяц или два, потому что для меня это всегда сложно и долго. Это Настя год назад оставила мне краски свои, и вот я экспериментирую 2 раза в год. На самом деле радует, что в Бангкоке сейчас чистый воздух, центр видно хорошо. Посмотрите на наши бедные чемоданы. Я думала, эти чехольчики помогут как-то, но все равно они все потраченные и пыльные. Почти обложка альбома Нирваны. Один в один. Когда было землетрясение в Бангкоке, у нас тоже из нашего фонда, из бассейна выходила вода и водопадом сливалась. Смотрю, здесь достаточно высокие вот эти стеклянные стенки, ограничители. Я вот думаю, настолько наклонялось здание, что вот прям вот так вот переливалось, нагибалось. Либо через вот эти щели. Нам рассказывала сосед-канадец, что он в это время купался, ему где-то 60-70 лет. По его ощущениям казалось, что здание отклоняется вот так вот с стороны в сторону, где-то метров на 10. Почему не плаваешь? Ветрено и мокро. Когда нам лень готовить, у нас есть уже там проверенный в доставке магаз. Вот здесь комплект, сколько он стоит? 150 бат. Скумбрия с рисом, японская штука, чука, яичный омлетик. А Марк берет себе тоже рис, капуста и свинина с яйцом, да? Терияки соус. Это десерт сегодня, да, походу? Время сериала. Сходила на маникюр, педикюр. Пришла ровно в 10, сейчас 35 минут, уже все сделано. Вот это сервис. 4 руки, 2 девушки. Одна делает сразу маникюр, другая педикюр. Очень удобно и очень кайфово здесь, особенно в Таиланде. В конце тебе делают такой легкий массажик рук и ног. Я на обычный маникюр теперь не хожу, а только так. 640 бат за весь комплекс. 4 руки, быстро и на самом деле достаточно аккуратно. Первые дни, конечно, приятно смотреть на отполированные ноготульки естественные. Это, конечно, потрясающая реклама. Такое может быть только в Азии, мне кажется. И вот там стоит кое-чего еще. Мерч местной почты, почтальоны, коллега. Это ж я. Видеоэдитор и эдитор своей жизни.
против того, чтобы я питалась правильно и ела овощи. Просто пришли в супермаркет, а тут уже все убирают. Ну куда? Ну оставьте. Просто ничего. Я вот последние огурцы забрала, получается. Ну хотя бы их. Ну вот еще стеллаж, конечно, есть один. Ну я вообще не понимаю, за что? За что? Ну правда уже 10 час. Буду готовить суп фобо из такого кубика. Смотрим. Пахнет глинтвейном. Водичка. Здесь лапши надо 75, а у нас 150. Двоих. Пахнет как глинтвейн. Ну из-за корицы и гвоздики. Так. И вот такой вот. Отварить лапшу 10 минут. Потом добавить кубик на 3 минуты. И овощи с говядиной на минутку. И готово. Рубрика «Эксперимент». Получилось какое-то хрючево. Просто я делала по рецепту вот этих вот кубиков. Вот по этому рецепту. Но потом я прочитала на упаковке из-под лапши, что ее, оказывается, надо было промыть. Поэтому получилось такое клейкое состояние у супа. Что, кипятка добавить? Пожиже, ну, просто ведро фубо. Ну, что-то отдаленно похожее на фубо. Ну, пахнет нормально. Пахнет специями. Сейчас попробую. Нормальная лапша. Ну, та, которая вот бывала в супах. Да. Ну, может быть, еще тоньше, да, не было. Перерыв от игры так нет. Игрой. Нет, перерыв от большой, да. Пошли играть в бадминтон. течение выходного дня мы выбрали на карте точку, которая была отмечена у нас уже давненько, но туда ехать целое приключение. Вот мы сначала доехали на метро, потом на электричке, минут 10-15. Сейчас еще надо ехать на электричке, и там еще на такси. Так что это находится не совсем в городе, это место, это храм. В общем, сейчас все покажем. Будем сейчас ехать в электричке без кондиционеров. Надеюсь, там хотя бы окна открываются. Оцените лук выходного дня. Кеды с аутлета, носки Юникло, юбка Зара, винтажная секонд-хендошная майка Марка, сумка-плетенка с рынка, очки, заказанные на Лазаде.
очень инстаграмное местечко. Все тут снимают, фотаются. На картинке выглядит как будто бы получше, но и находится слишком далеко от города. Мне уже очень сильно напекло голову. Мне кажется, на моей голове можно готовить яичницу спокойно сейчас. Двигаемся дальше. До этого он был такой бледно-розовый, краска стерлась, но сейчас его покрасили, освежили, такой красный, яркий цвет. Мы сейчас топаем внутри тела дракона. Он нас съел, да? Чтобы получить blessing, благословение, нужно испытать себя на прочность. Врата рая. Был лифт, но он стоит 10 бат за человека. А у нас кончилась наличка, поэтому мы идем пешком обратно тоже. Я нашла лист в форме рыбы. Как я себя чувствую? Мне жарко, я хочу пить. Кстати, семерочку это как просто благословение. Мана небесная.